Джек был молодым и энергичным рейнджером, с недавних пор работавшим в национальном парке. Его страсть к природе и животным проявилась еще в детстве, и он всегда мечтал о такой работе. Каждый день Джек с нетерпением ждал новых приключений и возможности помочь обитателям парка. Парк, в котором работал Джек, был домом для множества видов животных, но особенно он славился своей популяцией африканских львов. В парке всего было около 20 особей львов, поэтому Джек чувствовал особую ответственность за их здоровье и благополучие. Однажды ранним утром Джек отправился патрулировать территорию парка. Воздух был свежим и прохладным, наполненным ароматами цветущих растений. Маршрут Джека пролегал через скалистую местность, где обитал один из львиных прайдов. Эти скалы были идеальным местом для львов. Они предоставляли укрытие, места для отдыха в тени и наблюдательные пункты для охоты. Подобравшись ближе к скалам, Джек заметил группу молодых львов, играющих на краю обрыва. Их беззаботные прыжки и погони друг за другом вызывали у мужчины одновременно улыбку и беспокойство. Он знал, насколько опасным может быть это место, особенно для неопытных животных. Внезапно Джек заметил, как часть скалы начала осыпаться под лапами играющих львов. Сердце рейнджера забилось чаще, когда он осознал надвигающуюся опасность. Он надеялся, что взрослые львы вовремя отзовут молодняк от края обрыва. Один из старших львов, заметив опасность, поднялся и начал громко рычать, призывая молодых особей отойти от края. Однако игривые подростки, увлеченные своей забавой, не сразу отреагировали на предупреждение. Старший лев, видя, что его призывы игнорируются, решительно двинулся к молодняку. Его грозный рык наконец-то привлек внимание играющих львов, и они начали отступать от опасного края. Но было уже слишком поздно. Движение тяжелого взрослого льва стало последней каплей для нестабильного края скалы. Огромный кусок отломился, и лев соскользнул с края обрыва. К счастью, животному удалось зацепиться когтями за выступ скалы, но его положение было крайне опасным. Без посторонней помощи лев не смог бы долго удерживаться на краю пропасти. Не теряя ни секунды, Джек схватил рацию и вызвал подкрепление. Он быстро объяснил ситуацию и запросил немедленную помощь. Рейнджер понимал, что действовать нужно быстро, иначе лев разобьется о камни внизу. Приняв решение действовать, Джек сразу же направился к обрыву на своей машине. Он должен был отогнать остальных львов, чтобы безопасно провести спасательную операцию. Громко сигналя и маневрируя джипом, Джек надеялся, что шум и движение отпугнут хищников. К его облегчению тактика сработала. Прайд начал отступать, освобождая территорию вокруг обрыва. Как только последний лев скрылся из виду, Джек выпрыгнул из машины и бросился к краю скалы. Выглянув за край, рейнджер увидел отчаянно цепляющегося за скалу льва. Животное издавало жалобные звуки, его когти скользили по камню. Джек понимал, что у него есть лишь несколько минут, прежде чем силы оставят льва. Быстро вернувшись к джипу, Джек достал из багажника крепкие веревки. В этот момент Джек услышал долгожданный звук приближающихся джипов. Его коллеги прибыли на помощь. Не теряя времени, рейнджеры сразу же приступили к делу, следуя указаниям Джека. Совместными усилиями они создали систему из тросов и веревок и начали спускать один конец вниз к застрявшему льву. Джек, как инициатор спасательной операции, взял на себя самую опасную часть – обвязать льва веревками. Осторожно приблизившись к краю обрыва, Джек начал спускать веревку. Лев, казалось, понимал, что люди пытаются ему помочь, и не проявлял никакой агрессии. Его янтарные глаза были полны страха и надежды. С большим трудом Джеку удалось накинуть петлю на тело льва. Животное инстинктивно дернулось, чуть не сорвавшись в пропасть, но рейнджер успокаивающе заговорил с ним. Удивительно, но лев, казалось, все понял и затих, позволяя завершить обвязку. Когда лев был надежно закреплен, Джек дал сигнал остальным рейнджерам начинать подъем. Это была нелегкая задача, вес взрослого льва был очень большим, а неустойчивая поверхность скалы усложняла работу.
Рейнджеры тянули изо всех сил, медленно поднимая льва наверх. Джек подбадривал коллег и льва, понимая, что от их слаженной работы зависит жизнь животного. Наконец, после нескольких мучительных минут, животное оказалось на твердой земле. Измученный, но живой, лев тяжело дышал, лежа на траве. Рейнджеры отступили, давая льву больше пространства. Все, кроме Джека. Молодой человек, движимый каким-то внутренним порывом, остался рядом с животным. Он медленно опустился на колени рядом со львом, глядя ему прямо в глаза. В этот момент между человеком и зверем словно пробежала искра понимания. Лев не проявлял агрессии, а смотрел на Джека с чем-то похожим на благодарность. Рейнджер осторожно начал снимать веревки, и лев позволил ему это сделать. Когда последняя веревка была снята, лев медленно поднялся на лапы. Он еще раз посмотрел на Джека и издал тихий рык, который больше походил на мурлыканье, и неспешно удалился в сторону своего прайда. Рейнджеры восторженно наблюдали за этой сценой, пораженные связью, возникшей между человеком и диким животным. После этого случая жизнь в парке вернулась в привычное русло. Джек продолжал свою работу, но часто вспоминал о спасенном льве. Он надеялся снова увидеть его вблизи, но понимал, что шансы на это невелики. Прошло несколько месяцев. Наступил сезон муссонов, время которого рейнджеры всегда ждали с тревогой. Обильные дожди несли с собой угрозу наводнений и оползней, что могло серьезно навредить обитателям парка. Однажды утром, во время особенно сильного ливня, Джек патрулировал свой участок. Видимость была плохой, дворники джипа едва справлялись с потоками воды на лобовом стекле. Рейнджер двигался медленно, внимательно осматривая окрестности в поисках попавших в беду животных. Внезапно Джек заметил впереди большое поваленное дерево. Решив осмотреть его поближе, он остановил джип и вышел под проливной дождь. Накинув на голову капюшон куртки, рейнджер направился к дереву, размышляя о том, сколько мелких животных могло лишиться дома из-за его падения. Джек был так поглощен своими мыслями, что не сразу услышал нарастающий гул. Когда он, наконец, обратил на него внимание, было уже слишком поздно. Обернувшись, рейнджер с ужасом увидел приближающуюся стену из грязи и обломков. На него несся огромный оползень. В панике Джек попытался добежать до джипа, но быстро понял, что не успеет. Единственным возможным укрытием оставалось поваленное дерево. Рейнджер бросился к нему и, вскарабкавшись как можно выше, крепко обхватил ствол руками и ногами. Через мгновение волна грязи накрыла Джека. Он почувствовал, как мощный поток пытается оторвать его от дерева. Рейнджер изо всех сил цеплялся за ствол, молясь, чтобы выдержать напор стихии. Когда первая волна схлынула, Джек обнаружил себя погребенным под толстым слоем грязи и мусора. К счастью, вокруг его лица образовалось небольшое пространство, позволяющее дышать. Но мужчина понимал, что его положение остается крайне опасным. Джек попытался пошевелиться, но обнаружил, что практически обездвижен. Плотный слой грязи сковывал его движение. Рейнджер старался сохранять спокойствие, понимая, что паника только ухудшит ситуацию. Время шло, и Джек начал беспокоиться. Он знал, что его коллеги будут заняты ликвидацией последствий оползня по всему парку. Сколько пройдет времени, прежде чем кто-нибудь заметит его отсутствие и начнет поиски? Внезапно Джек услышал какой-то шум над собой. Сквозь небольшую щель он увидел движение, и на мгновение ему показалось, что он заметил проблеск песочного меха. Но мужчина решил, что это игра воображения. Откуда здесь взяться льву? Шум усилился, и Джек почувствовал, как что-то тяжелое двигается по грязи прямо над ним. Он затаил дыхание, не зная, чего ожидать. Может быть, это новый оползень, который окончательно похоронит его. Но вместо нового слоя грязи Джек почувствовал, что давление на его тело начало уменьшаться. Кто-то или что-то разгребало завал прямо над ним. Рейнджер услышал рев, от которого по спине пробежали мурашки,
а затем человеческие голоса. Джек попытался крикнуть, но его голос был слишком слаб. Однако спасатели, кажется, без того знали, где его искать. Вскоре рейнджер увидел свет и смог сделать глубокий вдох свежего воздуха. Когда Джека, наконец, вытащили из-под завала, он увидел удивительную картину. Рядом с группой рейнджеров стоял огромный лев, покрытый грязью. Это был тот самый зверь, которого Джек спас на скале несколько месяцев назад. Оказалось, что лев каким-то образом нашел место, где Джек был погребен под грязью, и начал раскапывать его. Своим поведением он привлек внимание других рейнджеров, которые поспешили на помощь. Джек не мог поверить в такое чудесное спасение. Лев, которому он когда-то помог, теперь отплатил ему тем же. Это было невероятное проявление благодарности и, возможно, даже зарождающейся дружбы между человеком и диким животным. После этого случая лев больше не избегал людей в парке. Джек часто видел его во время своих патрулей, и каждый раз между ними происходил молчаливый обмен взглядами, полными взаимного уважения и понимания. Эта удивительная история о взаимопомощи человека и льва быстро разлетелась по всему парку и далеко за его пределами. Она стала примером того, как доброта и сострадание могут преодолеть любые границы, даже между разными видами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.